Посмотрите подольше на море, и у вас будут все истории, какие только захотите. Джоджо Моэс. Погодка приятная. Даже вечер Я такой. думал, будет давить нас жара и солнца. А нет, все хорошо. Всем привет, друзья! Это Орел и Решка, и мы прилетели на... Антигуа и Барбуда. Алин, какие ассоциации приходят тебе в голову при слове Антигуа? Ой, ну что такое красивое, утонченное, экзотическое, вкусное. Антигуа. Супер, наверное, богатенькое такое, знаешь, типа? Ну, типа, аристократичное, может богатое. быть, Да. может. А какие ассоциации приходят при слове Барбуда? Ну, такое слово Барбуда, как будто что-то падает, такое камень какой-то, Барбуда. Или какие-то шаманские танцы, знаешь, такие уф-уф, Барбуда. Что такое варварское? Ну вот да, вот что-то такое. Бедное. Не уверен. Бедное. Возможно. Бедное. Хорошо. Супер. Тогда мы сейчас попросим монетку и решим, кто из нас будет Антигуа, а кто Барбуда. Вот ты к чему. Орел. Решка. Оп. Что ты там говорил про Антигуа, можешь, пожалуйста, описать вообще меня еще нет разок? уже никаких ассоциаций, Коля. Да ладно, Алинка, не расстраивайся. На самом деле ты остаешься Антигуа, ты остаешься изысканной, утонченной, аристократичной, красивой, богатой наверняка, но не в этот раз. А я останусь Барбудой. Чего мне терять? Тем более, когда Барбуда с золотой картой, то... Антигуа и Барбуда – это небольшие островки в Карибском бассейне. Покрытые тропической зеленью и окруженные белоснежными пляжами. В этот уикенд я покажу вам все прелести Антигуа. А я отправлюсь на Барбуду, излюбленное место отдыха голливудских богачей. С островом можно уже знакомиться, не выходя за территорию аэропорта. А все благодаря граффити, на которых изображено... Самое яркое, выдающееся и интересное, что здесь можно встретить, увидеть или попробовать. Предлагаю узнать интересные факты об этих островах. На самом деле государство Антигуа и Барбуда состоит не из 2 островов, а из 3. И этот третий называется Ритонда. Именно в Антигуа были рождены самые популярные в мире игроки по крикету. Это официально любимый спорт, потому что каждый день, представьте, каждый день проходят матчи. На Антигуа вот уже 2000 лет существует уникальный сорт ананаса. Называется черный ананас. А теперь самый необычный и мой любимый факт. На Антигуа 365 пляжей. Представляете? Каждый день ты можешь менять пляж. Поэтому мы сюда и приехали с нашим морским. На пляж! Итак, сейчас я отправлюсь на Барбуда. До Барбуда есть 2 способа добраться. Первый – это самолет, второй – это катер. Ну, ребят, ну это Карибское море, каким самолетом? Я лишний раз его нюхнуть, потрогать всегда готов. Поэтому я арендовал частный катер и отправился знакомиться с Барбудой. А я со своими $100 остаюсь исследовать остров Антигуа. И первым делом отправляюсь в столицу – город Сент-Джонс. Но оказалось, добраться туда не так-то просто. Я не вижу нигде автобусной остановки и вообще хоть какого-то знака общественного транспорта. А сразу тратить деньги на такси не хочется. Поэтому предлагаю просто ловить с руки. Hello.
You go to the center city. St. John's, yeah. You can pick up me. Okay. Well done. 20 минут, и я уже в столице. Хотя столица – это громко сказано. Выглядит Сент-Джонс как наш провинциальный поселок городского типа. Да и проживает здесь всего 30 тысяч человек. Опа. Bye-bye. Thank you. Но каждый день на несколько часов население города вырастает в разы. Welcome to Antigua. А все благодаря десяткам тысяч туристов, которые приплывают сюда на круизных лайнерах. В рамках тура у них есть всего 3-4 часа, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями города. Итак, первый из них – торговый райончик Heritage Quay. Тут и кафешки, и уличные аниматоры. Но главная его особенность – магазины duty-free, то есть магазины, где можно купить товары без налогов. Ежедневно туристы оставляют здесь десятки тысяч долларов. Достопримечательность вторая. Улица Редклифф Quay. Это историческая часть города. Раньше на ней продавали сахарный тростник, ром и рабов. Но рабство отменили, а производство сахара пришло в упадок. Поэтому сейчас Продают сувениры, драгоценности и вкусную еду. и, наконец, третья достопримечательность. Я нахожусь в особенном месте. Позади меня мистер Бёрд, или как называют его местные, папа нации. Это первый премьер-министр Антигуа и Барбуды. Его считают национальным героем. Он добился независимости страны, поднял зарплаты на плантациях сахарного тростника и отреставрировал дороги на островах. А пока Алина знакомится с Антигуа, я добрался на Барбуду. Барбуда – уютный зеленый островок с нетронутыми райскими пляжами, частными виллами голливудских знаменитостей, роскошными ресторанами и отелями. Но таким остров был до сентября 2017 года. 2 года назад на Барбуду обрушился ураган Ирма, самый мощный ураган Атлантики за последние десятилетия. Он уничтожил всю инфраструктуру острова, оставил без крова около 2000 человек и нанес ущерб на сумму $100 миллионов. Сейчас остров потихоньку отстраивается, но даже спустя 2 года все еще не отошел от катастрофы. Давайте же посмотрим, что сейчас Барбуда может предложить богатому туристу. Итак, чтобы осмотреть остров, мне необходима тачка. Для того, чтобы здесь взять себе автомобиль, мне нужен car rental. Car rental находится в деревне. Для того, чтобы добраться до тут, нужно взять такси. Hello. I need taxi. I need to get to the car rental. Sure, no Could you problem. help me? Yeah. Great. How much? From here to the car rental, that will be 20 pounds. It's great. Let's go. За 1,5 часа я обошла столицу Антигуа вдоль и поперек. На самом деле городок сам по себе совершенно небольшой. Но это не значит, что тут нечего смотреть. Ребята, 365 пляжей. Мне есть чем заняться. Я пошла. За этот уикенд я собираюсь объехать весь остров и показать вам главные достопримечательности Антигуа. Путь не близкий, а будут ли магазины и кафешки по пути, неизвестно. Поэтому лучше запастись едой еще в городе. Ну вот, я позаботилась о ресторане. Теперь он у меня весь в пакете с собой. Еще одна удача. К ближайшим пляжам можно добраться на общественном автобусе. Всего за $2,5.
Спустя 15 минут таксист привез меня в единственный рентал на острове Барбуда, который открыли после урагана. Здравствуйте, мне нужна тачка. У нас нет свободных машин. Да мне всего на 1 день. Все забронировано за месяц. Я могу заплатить больше. Простите, вообще ничего нет. Ладно, спасибо большое. А вы можете мне помочь? Можете меня повозить? Тогда я найму вас? Да, без проблем. Что же раньше я не догадался? Поехали дальше знакомиться с Барбудой. Остров Антигуа омывается с одной стороны Карибским морем, а с другой – Атлантическим океаном. Поэтому пляжи здесь на любой вкус и цвет. Вот, например, Deep Bay. Глубокий залив среди двух скал с тонкой береговой линией белоснежного песочка. Пляж общественный, поэтому отдохнуть тут может любой желающий, абсолютно бесплатно. Единственный нюанс – нет ни лежаков, ни раздевалок, ни кафешек поблизости. А вот Джоли Бич – частный пляж при отеле. Здесь есть все удобства. Но если вы не постоялец, за лежак нужно платить. А вот пляж Хоуксбилл. Его особенность – это гора в форме головы черепахи. Говорят, когда-то здесь жила добрая гигантская черепаха. Однажды к берегу подплыли кровожадные пираты. Не стерпев их невежества, черепаха вынырнула из воды, спугнула злодеев и навеки застыла, став оберегом этого пляжа. А еще пляж охраняют вот такие милые создания. Хорошие! Мои славные! Там совсем малютка, ты видел? Крошечка такой! Класс! Смотри, какие вообще! Хороший. Такой козлиный пляж. В хорошем смысле. Я тоже попросил таксиста отвезти меня на пляж. Друзья, это самый известный пляж Барбуды – Pink Beach. В переводе означает «розовый пляж». Это одно из немногих мест в мире, где береговая линия такого необычного цвета. А все благодаря измельченным розовым ракушкам и кораллам с ближайшего рифа, которые выбрасывают волны на берег. Но так было до урагана Ирма. А сейчас розовый пляж выглядит так. Раньше он действительно был розовым, но потом пришел ураган, и пляж потерял свой цвет. Нет, он, конечно, тоже очень красивый, но уже не такой розовый. Его вот эта фишечка, уникальность ушла вместе с ураганом. Ветер практически полностью размыл береговую линию и повредил коралловый риф, поэтому пляж и потерял свой окрас. Хотя, если присмотреться, то здесь можно увидеть в песке вот эти маленькие ракушки, благодаря которым он был розовым. Их, конечно, значительно меньше, чем было раньше, но они есть. Самое интересное, что сейчас до сих пор многие туристы, приезжая на Барбуду, первым делом идут на розовый пляж. Ну, слушайте, читают старые форумы, где этот пляж еще действительно розовый. Но вы-то не будете таким. Вы будете знать, что здесь нет розового пляжа. Стараемся для вас. Люблю. Я решил Барбуде дать еще один шанс и попросил моего таксиста отвезти меня в самый дорогой отель на острове. Им оказался Beach House. Еще 3 года назад сюда приезжало очень много туристов золотой карты, таких же, как и я. Ну а потом пришел ураган Ирма, и отель был разрушен. В отеле было 22 люксовых коттеджа.
своя вертолетная площадка, просторный бассейн и частный выход на пляж. А представляете себе, какой здесь был вид? Наверняка не было этой травы всей, и вот так вот один ураган нанес столько разрушений. Так, ну что-то же должно работать на этом острове. Отвезите меня, пожалуйста, в какой-нибудь ресторан. У нас на острове нет ресторанов после урагана. Но я могу позвонить своей знакомой, она организует вам кое-что особенное на пляже. Безлимитная карта и на Барбуде безлимитная карта. Для меня сейчас устроили обед эксклюзив, во-первых. Во-вторых, на природе. В-третьих, посмотрите, как аутентично. Hello! It's for me? Wow, amazing. Конечно, конечно, здесь нет какой-то роскоши и изыска, но посмотрите, как душевно. Итак, эксклюзивный обед на Барбуде состоит из переспевших авокадо и бананов, воды из кокоса и лобстера с рисом и овощами. В общем, то, что каждый день едят сами местные. Конечно, инфраструктура здесь пока очень сильно страдает, но, слушайте, природа великолепная и люди хорошие. У них не было кафешки возле океана, и они построили. Пусть пока маленькая, но построили. За их здоровье. Ну что ж, пляжи посмотрела, пора познакомиться с еще одной достопримечательностью Антигуа. Черный ананас. Растет он только на этих островах, где подходящий влажный климат и бесконечное солнце. При этом с острова их не транспортируют, ведь спелые ананасы быстро портятся, а недозрелые не поспеют в другом климате. Говорят, в черном ананасе больше сахара, чем в обычном, а потому он в несколько раз слаще. Сейчас это и проверим. О, вот он! Но оказалось, что черный ананас вовсе и не черный. Даже не знаю, почему черный. Возможно, из-за отличия с классическим ананасом по цвету вот этой верхушки. Видите, она темнее. Теперь проверим, такой ли он сладкий. Вкусно, но не могу сказать, что это прям убийственно сладко. Я бы сказала, что это просто хороший, спелый, вкусный ананас. И если бы мне дали с закрытыми глазами попробовать, я бы сказала, что это просто ананас. Знакомый мне по вкусу. И добавить нечего. Как вы видите, на острове развлечений практически нет. Нет ресторанов, нет отелей. Поэтому местные для того, чтобы хоть как-то привлечь туристов, придумали вот такой вот аттракцион, что ли. Это заповедник птиц, куда возят на вот этой лодочке. «10 минут пути, и я на месте». Здесь живет 20 тысяч птиц, а население острова 1400 людей. То есть после этого говорить, что Барбуда – это остров людей, мне кажется, это остров птиц. А здесь вон еще птенцы, а вон еще маленький птенец сидит. Вон, в гнезде. Только вылупился, смотрите. Вау! Главная достопримечательность этого заповедника – птицы-фрегаты. Они не умеют плавать, зато могут часами находиться в воздухе. Не умеют петь, зато громко щелкают своим длинным клювом крючком. Но главная их особенность – красный горловой мешок у самцов, который те раздувают во время брачного периода, чтобы привлечь самку. Ну круто! Я под впечатлением. Хоть Антигуа остров небольшой, обойти его пешком мне не под силу.
А так как автобусы ходят нерегулярно, снова воспользуюсь автостопом. В общем, как вы поняли, пока что на Барбуде делать нечего. Поэтому я сел в свой частный катер и вернулся на остров Антигуа. Здесь же и поселюсь. Говорят, богачам тут предлагают эксклюзивный вариант жилья. Прямо на берегу Карибского моря в люкс-палатке. Но это не обычные палатки, нет, это глэмпинг. Глэмпинг – это слово, которое состоит из двух слов – гламур и кемпинг. Почему это называется так, сейчас вы сами все увидите. Глэмпинг – это отдых на природе со всеми удобствами. Поэтому моя палатка больше напоминает шатер, в котором поместилась шикарная кровать, комод для вещей, мини-бар, диван и, что важно, даже есть душ. Слушайте, я все понял. Это по-настоящему глэмпинг. Вроде бы палатка, да? Внешне, ну палаточка, ну что-то. А внутрь заходишь и просто роскошь. И самое главное, здесь можно стоять во весь рост. Даже на кровати. Где вы видели такие палатки? Нигде вы не видели такие палатки. Смотрите, наслаждайтесь, запоминайте. У-ху. Самое крутое здесь – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 шагов до моря. Я приехала к следующей достопримечательности Антигуа. Смотровая. Есть лайфхак. До 5 часов вечера вход платный, а после 5 охранник уходит, и вы можете заходить бесплатно. Придя чуть позже, вы не только сэкономите $9, но и увидите лучший закат на Антигуа. Я снимаю шляпу перед Антигуа и Барбуда. Смотришь вот так сверху и понимаешь, что это настоящий драгоценный камень в Карибском бассейне. Хочется беречь это место, никому не рассказывать. Чувствуешь запах? Что это такое? Слушай, а вкусно? Вот этот шаман прекрасных запахов. Да, друзья, оказалось, глэмпинг – это не только люкс-палатка. Это еще и пикник на берегу, который вам организует профессиональный шеф-повар. Great, thank you very much. Ого, как пахнет. Итак, что у меня на тарелке? Курица, рыба, креветки, кукуруза. Но это все приготовлено на барбекю с дымком еще, на фоне заката. И сразу же обычные ингредиенты превращаются в какое-то космическое блюдо. Знаешь, Коля, я сейчас тоже организую себе глэмпинг. Причем своими руками и абсолютно бесплатно. Я это уже делала. Так, это точно какой-то верх или низ. Так, ну что же это такое? Ну что за гостеприимство? Я буду ночевать вот так, а этим обороняться от диких животных. Первый блин, точнее палатка, была комом. Сейчас точно все получится. Завтра, когда
я уже буду собираться, не забудь сказать мне про колышки, ладно? А то у меня такая неудобная ситуация была. А ситуация была на Мальдивах. А где колышки? Это такие маленькие забавные штучки, благодаря которым палатка не улетает от ветра в непонятном направлении. Верните Регину! В общем, про колышки должны помнить все. Я, ты, колышки. Саш, может, я буду снимать это, собирать? Палочки волшебные. Ну вот, 20 минут упорства и... Поставила? Кто красотка? Я красотка. Кто красотка? Я красотка. Друзья, как вы поняли, в «Орел-и-решка» мы легких путей не ищем. Ни для себя, ни для вас. Именно здесь, по колено в воде, пробираясь через заросли, мы спрячем для вас бутылку со 100 баксами и записочкой. А потом вы, пробираясь через заросли по колени в воде, будете ее искать. Итак, оп. Бутылка, 100 баксов. Сворачиваем. Ваш отдых на Антигуа и Барбуде будет гораздо приятнее складом от Орла и Решки. А чтобы его найти, отправляйтесь на остров Антигуа, в конец пляжа Валли-Чорч. Там, в камнях среди кустов, мы и спрятали заветные $100. Удачи с поиском. Так. И палочкой, как в бильярде. В лунку давай. Оп. Жилье есть. Осталось решить вопрос с ужином. Саш, зажигалка есть? Горит? Теперь подготовим кухонный инвентарь. В моем случае палку. Для начала палка должна пройти дезинфекцию. Обдаем ее огнем. Мало ли, может, на нее какой-нибудь песик писал. Знаете, всякое может быть. Лучше перестраховаться. И, наконец, переходим к готовке. А на ужин сегодня у нас картошечка заморская и сосисончики. Слушай, а запах Мишлен. Так, ну что, пробуем? Прекрасно, с дымком. Вот эти моменты, они не забываются. Отель All Inclusive, да? Ну что там, ну уже на 3-й день скучно. Приходишь, одно и то же, эти столы от еды ломятся. Вот одно и то же, одно завтрак, обед, ужин, завтрак. А тут, смотри. Эти дрова найди, костер разожги, платье не порви. Тут приключение за приключением. Угу. Спокойной ночи. Вы слышите, какие волны? А? Вот под их шум я и усну. Добро. Какая бодрящая водичка! А ну иди сюда. Я тут уже утречком встала, в море искупалась, зарядка. Завтрак, пожалуйста. Оп.
не так делаю. Вот так. Доброе утро. Недалеко от моего места ночевки есть еще одна достопримечательность острова Антигуа. Так называемые столбы Геркулеса. Это вертикальные известняковые скалы, об которые веками разбиваются волны, оттачивая неповторимый узор. Местные верили, что столбы Геркулеса служили входом в царство мертвых и предупреждением для моряков, чтобы они держались от этого места подальше. Хотите верьте, хотите нет, но действительно, в этом месте разбились сотни судов. А если у вас есть маска с трубкой, то увидеть их можно, даже не отплывая далеко от берега, на глубине всего 2-3 метра. Вот, например, небольшое рыболовецкое судно, затонувшее в сильный шторм около 20 лет назад. А вот останки старого грузового судна, которое транспортировало сахарный тростник. Но несколько десятков лет назад оно разбилось о подводные скалы. И сейчас служит лишь домом для стаи желтополосых ронок. И бесплатной подводной достопримечательностью для туристов. С самого утра я тоже решил исследовать подводный мир Антигуа и Барбуды. Но не барахтаясь у берега, как Алина, а нанял катер и вышел в море. Карибское море – одно из самых больших и теплых морей в мире. Каждые полгода с июня по ноябрь над ним проносятся жуткие ураганы. Поэтому дайвить рекомендуется в оставшиеся полгода, чтобы безопасно рассмотреть подводный мир и его жителей. Сегодня мне посчастливилось встретить карибскую рифовую акулу. Размер 1,5 метра, вес 50 килограмм. Но главная ее особенность – она считается безобидной для людей. Несмотря на это, рифовую акулу нельзя провоцировать. За последние 50 лет эти хищники все же нападали на людей с десяток раз. И хоть виновниками атак были сами люди, лучше-ка поплыву я наверх, от греха подальше. В середине второго дня я добралась к самому красивому пляжу на Антигуа. Имя ему Half Moon Bay. Это залив в форме идеального полумесяца, окаймленный полосой белого песка по соседству с густой тропической зеленью. Эта территория пока что не тронутая частными виллами и отелями, поэтому местные считают этот пляж настоящим раем на земле. По мнению местных, это лучший пляж. Ну что ж, посмотрим. Даже не знаю, вот с каких пунктов начать. Плотность населения. Да здесь населения нет. Здесь дикая природа. Контингент. Ну, такие, как я. Интересующиеся. Инфраструктура. Что? Здесь о ней не слышали. Я предлагаю просто наслаждаться. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, оценка пляжу – 5. Еще одно богатое развлечение на Антигуа – рыбалка на неуловимую махи-махи.
Махи-махи – один из самых быстрых хищников Карибского моря. Эта рыба развивает скорость до 60 км в час. Но главное, махи-махи – сильный боец, который сопротивляется до последнего и часто просто обрывает наживку. Поэтому выловить эту рыбу не так-то просто, и нужно знать несколько нюансов. Во-первых, клюет махи-махи на летучую рыбу. Махи-махи любят такую рыбу. Во-вторых, спиннинг должен быть крепким, с толстой леской. Мы будем использовать 5 удочек, так, чтобы наверняка. А в-третьих, вам понадобятся сильные руки опытного рыбака. Для того, чтобы вытащить махи-махи на борт лодки, потребуется около 20 минут. Ну и, конечно же, главный атрибут рыбалки – терпение. Что-то я за махи махался там сидеть. Отдохну немножко. Ребят, я сейчас потрачу буквально половину своего бюджета, а именно $50, на экскурсию, которую сейчас отправляюсь. И мне обещают, что я увижу не одного, не двух, и даже не 5, а сотни скатов. Всего в 10 минутах от берега находится город скатов. Так местные называют мелководье на рифе, где водится стая южных атлантических скатов. Для них здесь идеальные условия. Небольшая глубина и теплые чистые воды. Именно к этим скатам ежедневно привозят любопытных туристов, чтобы те поплавали с морскими существами. Просто фантастика. Они не боятся людей, а подплывают прям очень близко. Ой, они пищат! Они выныривают чуть из воды и пищат. Южные скаты – спокойные и послушные животные. Они уже привыкли к тому, что сюда приходят люди и кормят их. Поэтому давно сделались ручными. Он как щенок, идет туда, где дают лакомство. А питаются скаты мелкой рыбой и моллюсками. Так, лови скат большой, лови скат маленький. Он подплывает и как пылесос такой и забирает кальмара. Выучив, что кормежка происходит регулярно днем, местные скаты изменили свой обычный образ жизни. И в отличие от других своих сородичей, они спят ночью, а не днем. Живут в стае, а не в одиночку, и сами ищут контакт с людьми. Какой приятный на ощупь! Это фантастические существа. Я в полном восторге, у меня прям мурашки по телу. Не от холода, а от того, что это просто невероятно. Махи-махи! Спустя полчаса ожидания, наконец клюнуло. Вроде махи-махи. Правильно. Посмотри, 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 там выплесовывают. Ну, теперь главное, чтобы не сорвалась. Ого! Я не понимаю, как Алина вытащила своего марлина, я тут с махи-махи замахался. Одна махи-махи здесь! Еще немного усилий, и вторая махи-махи на крючке. Ну и это еще не все. Слушай, ну наконец-то, впервые в моей жизни по-настоящему удачная рыбалка. И вместо одной махи-махи сразу 3. Ура! Мы сделали это! Очередная рыбалка, которая вышла со знаком плюс. Очередная редкая рыба, причем не одна, целых 3. Махи-махи! Ура! Под конец второго дня я пришла на последний пляж в моем списке – Диккенсон Бэй. А на этот пляж туристы приезжают в бар,
но в очень необычный бар в открытом море. Бар называется Кон-Тики. Он построен на понтонах и одновременно может разместить до 50 человек. И сегодня я в их числе. Hey, guys! Заберите меня к себе! Тут есть даже специальный трансфер на маленькой лодочке. Ты жестикулируешь, что тебе нужно, собственно, в бар. Приезжает маленькая лодочка и забирает тебя к желаемому местечку. Трансфер бесплатный, но напитки, понятное дело, за деньги. Еще приятный бонус, тут все в хорошем настроении, потому что сидят не первый час. Ой, тут немного колышет прям на волнушках. Hi. Very nice and welcome to the paradise. Thank you so much. What do you drink? Rum punch and you have to have it. Emma makes the best rum punch on the island. Даже не знаю, стоит ли пробовать то, что советуют постояльцы. Но слово за слово, и ты уже на одной волне с другими отдыхающими. Коктейльчик можем себе позволить, Саш. Итак, что мы имеем? Небольшую компанию, хорошую музычку, настроение. Тут не важно, сколько кому лет, откуда кто приехал. Просто все в каком-то хорошем, приподнятом состоянии духа. Мне нравится. Мало того, что пьешь вкусный коктейль, так еще и смотришь самую красивую короткометражку за день. Это Sunset. Побывав на Антигуа и Барбуде, понимаешь, вот где настоящий морской отдых. 18 шагов до моря. Хочешь – получай релакс. Смотрите, наслаждайтесь, запоминайте. А хочешь – ищи приключения. Это фантастические существа. Я в полном восторге, у меня прям мурашки по телу. И неважно, золотая карточка у вас. Или $100. Здесь пляжи. Хватит на всех. Я снимаю шляпу перед Антигуа и Барбуда. Смотришь вот так сверху и понимаешь, что это настоящий драгоценный камень в Карибском бассейне. Конечно, здесь нет какой-то роскоши и изыска, но посмотрите, как душевно. И добавить нечего. Стараемся для вас. Люблю. Ну, они такие какие-то просто космические. Один меня, не укусил, а так поцеловал на плечо. Праздничек пришел, привет. Это точно. Привет, Ну что, как Коль. дела, расскажу? Я уже весь в нетерпении сгораю. Дела очень хорошо. Эти острова вот по-настоящему райские. Тут 365 пляжей. Как ты успела? 365 пляжей, ты везде была? Ну, нет, я была на 5-6, но они были невероятно красивые. Прямо как с картинки. А еще у меня был контакт. В смысле, с инопланетянами? Ну, фактически, со скатами. Но они реально как инопланетяне, они такие какие-то просто... Это все, конечно, хорошо, Ленка, но это просто всего-навсего разогрев. Ой, ну что ты сделал? Поймал махи-махи, не знаю. На секундочку. Я поймал махи. Ты поймал махи-махи? Да, Алина. Поздравляю! Это +1, +3, трофей. друзья. Да. +3 местами облачно. Пока-пока. До новых встреч. Это же Заберем или... Заберем, конечно. Заберем. И как они, тяжело было? Очень тяжело было.